цвет, длина, фактура. Это определенный набор символов, которые приняты в данной культуре или которые тянут под собой определенный перечень стереотипов и каких-то социальных представлений. И весь этот комплекс, он меняется из года в год, из десятилетия в десятилетие, веками. Одна и та же прическа несет за собой совершенно разный комплекс символов, образов, понятий, ассоциаций, которые за ними стоит. В разной стране он будет разный, и, соответственно, даже вот эта моя прическа моими англоязычными зрителями и русскоговорящими будет восприниматься совершенно по-разному. Достаточно вспомнить анекдоты про блондинок, рыжих брюнеток, там, я не знаю, шутки про бритоголовых пациков, и мы понимаем, что прическа — это гораздо больше, чем просто то, что подчеркивает твою внешность, ну или зачеркивает ее, по-разному бывает. Прическа — это инструмент самопрезентации и навыки самопрезентации, конечно же, необходимо развивать. То, как мы выглядим, это только часть того впечатления, которое наш собеседник считывает о нашем бэкграунде, о нашем бэк-офисе, так сказать, после того, как мы начинаем жестикулировать, разговаривать, транслировать наши навыки, знания, умения или их отсутствие. Вот. Поэтому все это необходимо прокачивать, и в этом месте мне хотелось бы напомнить о том, что очень классным способом прокачать себя в наших реалиях, в наше время будет изучение английского языка, вот, или повышение своего уровня владения языком. Если по каким-то причинам я думаю, сейчас все думают о том, что знать язык — это классно, и
двигаемся из этой точки А, будучи этим продуктом своего детства. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но стать собой значит понять, что из этого действительно является тобой, а что из этого
что так неожиданно может резко измениться все вокруг тебя после смены прически. Но через некоторое время мне этот цвет волос надоел, и многие спрашивают меня, вернусь ли я когда-нибудь к нему. Ну, кто знает, конечно, может быть, вернусь, потому что, в принципе, розовый мне импонирует. Но, наверное, это будет как-то иначе. Кстати говоря, дреды можно красить, потому что это натуральные волосы, вы их можете окрашивать точно так же, как и любые другие. И, в общем-то, так как мои волосы осветленные на концах, мне это будет сделать несложно. А пока что мне нравится как есть, вот, но посмотрим, что будет дальше. Я очень долго хотела дреды. Мне очень долго, так скажем, нравилось это наблюдать. Мне очень нравится, как выглядят люди с татуировками и дредами, как это сочетается. Не думаю, что я сделаю себе татуировку, хотя я признаю, что это очень красиво на других людях в моем представлении. Но, наверное, при моем непостоянном складе характера это будет несколько опасненько, потому что через некоторое количество времени, вероятно, мне этот образ нравится, а это, ну, уже никак не изменить, и это меня останавливает. Хотя эстетически я прям вообще очень, ну, это фетиш такой на тату, у меня есть он. И дреды, сделать дреды было новым, вполне как бы закономерным шагом. После розовых волос, потому что я уже поняла, как это круто меняться, меня ничего не останавливает, у меня нет такой работы, на которой мне нужно, как раньше, ходить там с-под горла и в подоле до пола, юбки до пола. В принципе, это никак не помешает мне получить работу, заказ или еще что-то, хотя, в принципе, я работала в такой сфере, что я думаю, что мне бы это не помешало и так, и это все были мои какие-то законы. На самом деле ограничения только в моей голове были по поводу того, что мой внешний вид там помешает мне быть успешной в работе. Уверена, что даже если вы работаете в офисе и хоть с розовыми волосами, хоть и с дредами, вы сможете